Рано или поздно это должно было случиться. Мама, я хочу укулеле! Это был лишь вопрос времени. Нет, дочка, не сейчас, подожди! От них нигде не скрыться. Беги, спасайся! Они шли за мной по пятам. Если у вас изящные пальчики, если вы не умеете играть на инструменте, если вы только начинаете свой путь в музыкальном бизнесе, выбирайте их, укулеле. Сегодня мы поговорим о них. Привет, YouTube! Меня по-прежнему зовут Артем Сивак, и сегодня наконец-то свершилось. В мои руки попала укулеле. У меня всегда было довольно-таки спорное отношение к этому инструменту. Что-то маленькое, что-то такое не до балалайка, не до гитарка, звонкое. Звучит всегда все довольно-таки одинаково. Какой-то миньон от мира гитар. Но, тем не менее, есть такое явление, как укулеле. Многие покупают в подарок, многие покупают себе укулеле для путешествий, потому что они удобные, комфортные, маленькие. Ну и тем не менее звучат. В общем, я никогда бы не обратил внимания на этот сегмент, если бы не укулельный отдел, если бы не Fender, если бы не их новая линейка Fuller Tone, которую мы сегодня вместе с вами и посмотрим. Можно сказать, что это миниатюрные копии легендарных гитар Fender. Это Jazzmaster, это Stratocaster, есть еще Telecaster, но у нас ее уже нет, к сожалению, что вам показать. Можете посмотреть в интернете. Каждая миниатюрная гитара повторяет форму своего старшего брата, и причем до мелочей. В общем, взял я ее в руки, и мне очень понравилось уже даже тактильно, как все исполнено, как все качественно выглядит. Я думаю, что компанию Fender представлять уж не стоит. Наверное, у всех, у кого есть органы слуха, так или иначе знают о этой компании, слышали везде ее и видели. Нет никаких претензий к качеству, нет никаких претензий к звуку. Давайте немножко поговорим о том, из чего состоят эти модели. Может быть, информация ненужная, но тем не менее. Верх состоит у нас из ламинированной ели у всех инструментов линейки. Обечайки и задняя дек — это махагони. Вот такие вот красивые, нарядные. Гриф состоит из кленовой основы с ореховой накладкой. Вот так все красиво, качественно сделано. Мне нравится, что колки сделаны 4 в ряд, не так, как у типичной укулеле, когда по бокам расположены колки. Гриф покрыт тонким слоем матового лака. Также в этой линейке очень удобный тип струнодержателей. Называется он No Tie, что означает нет галстуку, нет офис на работе, только рок-н-ролл. Вы просто завязываете узелок на конце струны, вдеваете, сюда-сюда накрутили, и все готово. То есть не нужно заморачиваться вот этими узлами какими-то непонятными морскими. Все быстро, практично и просто. И самое главное, что гитары хорошо держат строй, в отличие от дешевых бюджетных моделей. Но на этом радости жизни не кончаются, так как все модели этой линейки оснащены пьезозвукоснимателем. То есть вы можете запросто подсоединять укулеле в какую-то внешнюю акустику, в гитарный камбарь и наяривать уже на больших площадках. Также здесь присутствует встроенный тюнер, что офигеть как удобно на самом деле. Ручка тона, ручка громкости и цветной индикатор. И все это работает на батарейке. Стоят эти укулеле около 25 тысяч рублей. Дорого? Ну как вам сказать, друзья, сейчас вы все узнаете, когда послушаете в сравнении, как звучат они относительно более бюджетной модели укулеле, которая стоит около 5000 рублей. Flight NUK 310. И чтобы в реальном времени убедиться, насколько здесь звук проработанней, качественней и пожирнее. Послушаем, как они звучат просто так сами по себе, и как они звучат отдельно в линию, и как они звучат в сравнении с флайтом. Поехали слушать! Палец бобо.
пальцы слишком жирные у меня. Жирные пальцы. Что вы такие жирные? Ну что, мы тут все немножко укулеле от звучания. Я надеюсь, что по ту сторону экрана слышно, насколько более плотно, насколько более выразительно, ярко и сочно звучат укулеле Fender. То есть это не проплаченная реклама, друзья. На самом деле, я никогда не любил укулеле. И только взяв в руки модели вот этой линейки, мне захотелось приобрести вот именно эти инструменты. YouTube по традиции сжирает качество, но я думаю, что даже в таких условиях заметна разница между звучанием вот этой укулеле за 5000 рублей и укулеле за 25 тысяч рублей. Но помимо звука, друзья, вы должны понимать, что вы покупаете офигенный сувенир. Вы покупаете историю. И, кстати говоря, еще хотелось бы обратить ваше внимание, что она перевешивает в нужную сторону. В отличие от флайта, у которого гриф тяжелее. Такие укулеле не стыдно брать с собой, уже не стыдно выступать с такими, потому что есть возможность подключения. Очень удобный гриф, очень удобная посадка струн, такая приятная тяжесть, классная отделка, выглядит прям реально по-рок-н-ролльному. И я думаю, что любой музыкант, который маломальски знаком с музыкой, захочет иметь вот такую штуковину, такого маленького дружка, миньончика у себя в коллекции. Можно, в принципе, на ней даже не играть. Я надеюсь, что эта тема была вам интересна. Интересно, что появились вот такие вот классные инструменты. По традиции, друзья, лайки, комментарии, подписки. Буду вам очень признателен. И пишите, что вы вообще думаете по этому поводу. Спасибо всем. До новых встреч. Я пойду поиграю с этими красотками.